Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас на своем канале. Я думал, про дизельный Land Cruiser Prado 150 у меня будет две серии, но получается, скорее всего, будет три. Кто не видел первую серию, ссылочка будет вот здесь, подсказочка. А теперь продолжаем, снимаем вторую серию. Разобрал я двигатель и ужаснулся. Хозяева, оборвало у вас ремень ГРМ. Зачем вы продолжаете пытаться запустить двигатель в плачевном состоянии? Что произошло? Начнем по-другому, не с этого. Произошло то, что в случае обрыва сломала крышку. Вы ее видели, я показывал на месте. Теперь эта крышка, вот она, на полу. Выломала кусок алюминия, проломила, скинула в блок шестерен. Из блока шестерен. В блоке шестерен стоит вот такая вот вещица. Это держатель паразитного ролика. На нем должно быть, вот так, чтобы было видно, затычка масляного канала. Ее отломила. Шестерня коленвала центральная. Вот в таком вот ужасном виде. Паразитная шестерня. Тоже зажевана полностью. Соответственно, все остальные шестерни в очень плачевном виде. Потерялось давление. Машину пытались запустить. При открытом масляном канале у нас... пока крутили, соответственно, расскажу вот про это. Сюда вот накидала стружка алюминия, крошка шестерен. То есть это вот, если вам видно, так сделаем. Постараюсь осветить, чтобы вам было видно более бешеное наличие стружки. Стружка через маслозаборник попала в маслонасос. Так, рисочки, не знаю, сфокусируется камера, не сфокусируется. Грохнуло маслонасос. От слова совсем. Пошли задиры. Так, постараюсь осветить и показать вам, так, чтобы не засвечивала камеру. Все риски, все убило шестерня. Сильно убило шестерню маслонасоса. То есть маслонасос под замену. Следующее. Отсутствие давления привело к повреждению. Мало того, что у нас шатуны загнуты, так их еще и привело вот в такое плачевное состояние. Все вкладыши, все, абсолютно все. Это вращение двигателя в отсутствие масла. Попытка запустить, не разобравшись. Это вот однозначно. Это когда двигатель остановился после обрыва ремня ГРМ. Таких последствий просто катастрофически не должно быть. Переходим к блоку. Надеюсь, вам как поймать свет, чтобы вам было лучше видно. То есть состояние убрать вкладыши коренные. Все задрало. Колено натерло. Явных рисок нет.
Колено дальше снимать надо и вести, например, как говорится, на микроповреждения. Все шейки, все пострадало. Следующее. В этом двигателе 1 КЗ ФТВ установлены балансировочные валы, которые находятся вот в этих местах. Я надеюсь, вам сейчас будет видно повреждения вкладышей. Мало того, что повреждены вкладыши, сами балансировочные валы пришли в полную негодность. Я надеюсь, на камере это будет видно. То есть задняя шейка если камера сейчас сфокусируется, выработка, ну, где-то в районе по полмиллиметра. Задние шейки, баланс валов в ужасном состоянии. Выработка 1,5 миллиметра. То есть все очень-очень плачевно. То есть блок шестерен, масляный насос, шатуны, поршня, балансировочные валы. Коленвал у нас под вопросом. Я к чему это говорю? Ребята, будьте аккуратнее, но заглох у вас двигатель. Не пытайтесь его сразу запустить. Попробуйте увидеть причину, почему это произошло, что случилось. Потому что спешка ведет к большим тяжелым последствиям. Я, конечно, понимаю, что я рыбак-любитель, но моторист я профессионал. И начало 22 года у меня получается достаточно интенсивное в работе. Я вам, как говорится, решил показать это, ну, по одной простой причине. Не все автолюбители мотористы, то есть, неправильно сказал, не все автолюбители рыбаки, зато в большинстве случаев все рыбаки автолюбители. Поэтому, ребята, я вам решил показать эти видео, чтобы предостеречь. Все в жизни случается. Это достаточно такой энергозатратный и финансово затратный ремонт. Поэтому будьте аккуратнее со своими автомобилями. Потому что рыбаки иной раз уезжают далеко на рыбалку и пытаются вернуться домой. А в случае таких повреждений быстрый возврат домой не получится. Тем более на улице зима, холодно. Поломка автомобиля где-то вдалеке от цивилизации вас может, как говорится, ну, создать дополнительные сложности, очень сильные. Вы не сможете обогреться, так как двигатель не работает. Ладно, у рыбаков еще есть возможность, кто всерьез увлекается рыбалкой. Есть палатки, есть теплообменники, печки и прочее, кто занимается рыбалкой с ночевкой. А у простого автолюбителя такой функции жизнеобеспечения не существует. Так что будьте добры, следите за здоровьем, заботьтесь о себе и об автомобиле тоже. Потому что вдали от цивилизации автомобиль – это средство передвижения, ваша безопасность, ваше здоровье. Так что будьте здоровы, не болейте.
Подписываемся на канал. Ставим лайки, дизлайки. Пишем комментарии. И у меня такой вопрос к вам, господа рыболовы-любители, как говорится, подписчики и гости моего канала. Если вам будет интересен такой формат видео, пишите комментарии. Напишите мне, ответьте, вам это интересно или нет. Или не стоит мне снимать свою работу для того, чтобы помочь вам обезопасить самих себя. То есть, если интересно, пишите комментарии. А так, всего доброго, до свидания. Ставим пальцы вверх, пальцы вниз. Всего доброго, будьте здоровы.